Новые подробности покушения на Трампа, казнь украинского военного и миллион погибших на войне. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Британия отказывается снимать запрет на применение Украиной дальнобойных ракет, но ставит условия для Киева. Дезинформация и слухи вокруг Курской операции. Какие цели преследует российская информационная машина? Тульская десантура сейчас получила удар в спину. Зачем Лукашенко придумывает праздники не просто на пустом месте, а в день вторжения советских войск в Польшу он решил отпраздновать День единства? 85 лет назад освободительный поход Красной Армии поставил точку в вопросе нашего государственного самоопределения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, и мы пока начинаем. Британия не будет снимать запрет на использование своих дальнобойных ракет по территории РФ. Во всяком случае, пока США не снимут соответствующий запрет у себя. Ведь американские системы наведения решающие в вопросе поражения целей на дальних дистанциях. Иными словами, пока США не даст добро, Британия тоже не будет. Президент Зеленский призвал Лондон и Вашингтон преодолеть свои опасения и проявить решимость в этом вопросе. Но 5 бывших министров обороны и экс-премьер призвали лидера британского правительства Кира Стармера принять самостоятельные меры, предупредив, что дальнейшее промедление только усилит позиции Владимира Путина. А в России и рады запугивать представителей западных стран. К примеру, тем, что Украина якобы готовит провокации с целью обвинить в них РФ. В целом, для чего создавать такие истории? Как ими можно манипулировать? Как ими удается манипулировать? Мы поговорили с главой Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины. Они бьют ракетами, некоторые из которых произведены недавно, но по старым технологиям, и некоторые еще остались со времен Советского Союза. И точность таких ракет, она очень часто сбивается. То есть эти ракеты попадают с большим разбросом от той цели, которую они выбирают. Поэтому таким образом Россия, которая, скорее всего, не отказывается от дальнейших ракетных ударов по Украине, пытается застраховать себя в такой идиотский способ, как они всегда делают, по линии МЗС, о том, что на самом деле, вот мы же предупреждали, что Украина попробует Россию подставить таким образом. И, соответственно, там потом начнутся легенды про то, что, условно, украинское ПВО сама попала куда-то. Так как было после Ахмаддета. Они же длительное время рассказывали, там несколько первых часов они рассказывали, что это украинское ПВО, пока не появилось видео, как четко падает ракета именно по Ахмаддету. Соответственно, после этого как бы вся их ложь, она развеялась. Согласно данным The Wall Street Journal, общее количество украинских и российских военных, погибших или раненых с начала полномасштабного вторжения РФ, достигло 1 миллиона человек. Точное число пострадавших сложно определить, так как ни Россия, ни Украина не предоставляют достоверных данных, а публикуемые цифры часто вызывают сомнения. Эти потери создают проблемы для России, которая использует волны плохо подготовленных солдат для продвижения на востоке Украины, а также пытается противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область. The Wall Street Journal сообщает, что по конфиденциальной украинской оценке на начало года число погибших украинских военнослужащих составляет около 80 тысяч, а раненых 400 тысяч. Оценки западных разведок по российским потерям варьируются. Погибшими могут быть почти 200 тысяч, ранеными около 400 тысяч. Вместе с тем, журналисты подчеркивают, что украинское правительство, как и российское, скрывает точные данные о потерях на войне. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что погибло около 31 тысячи украинских военных,
Однако несколько бывших чиновников в области политики и безопасности отметили, что эти заниженные цифры были представлены, чтобы снизить тревогу среди населения и поддержать мобилизацию. Представитель Зеленского отказался комментировать эту ситуацию изданию. Россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного. На фото, опубликованных в сети, и тех, которые по правилам платформы YouTube мы не можем показывать тут, видно, что руки у украинского военного были склеены серым скотчем. Бойца закололи мечом, на котором написано «За Курск». По этому поводу уже высказался украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. Очередное военное преступление. Россияне казнили мечом безоружного украинского военного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Офис украинского генпрокурора тоже начал свое расследование по факту нарушения законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством. Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой участвовать в гуманитарных мерах в районах Курской области России, находящихся под контролем украинских военных. Дмитрий Песков назвал это приглашение провокацией, отметив, что Киев призвал представителей международных организаций посетить данные территории для показательного процесса. Украинское наступление в Курской области тем временем продолжается, но Киев старается делать каждый шаг максимально взвешенным и максимально по правилам. К примеру, вот пригласили Красный Крест, чего Россия не делала с самого начала войны в 2014 году. Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация. Мы поговорили об этом с человеком, работа которого как раз и заключается в опровержении дезинформации, о том, кому верить в информировании о событиях в Курской области и что на самом деле там происходит. Россияне пытаются прорваться к Любимовке и пытаются, скажем так, разрезать силы обороны и заставить нашу армию отступить к границе. Но они получили удар в тыл, район Веселое, и фактически часть войск неподалеку от Теткина, часть войск неподалеку от Глушкова в дальнейшем может попасть в определенные такие мини-котлы. Поэтому у россиян там сохраняются проблемы, в том числе тульская десантура сейчас получила удар в спину, будем так говорить. И это не предусмотрел Дюмин, который сейчас отвечает там за так называемую «КТО», контртеррористическую операцию. Ну а как личный охранник Путина может стать военным стратегом? Это только в сумасшедшей голове Путина он может таким быть. И это очень хорошо, что он этим всем руководит, потому что это облегчает командованию украинскому, генералу Сырскому и всем подразделениям, которые берут участие в этой операции, работу по уничтожению личного состава Российской Федерации. То есть до 1 октября россияне поставили себе цель полностью освободить Курщину. Уже видно, что они получили еще один прорыв границы, и к 1 октября они уже никак вообще не будут иметь успеха в тех задачах, которые поставил Путин перед Дюминым. 85 лет назад СССР начал вторжение в оговоренную пактом Молотова-Риббентропа часть Польши. Польские войска не оказывали значительного сопротивления даже просто потому, что не могли вести войну на два фронта. В Беларуси Лукашенко решил считать этот день Днем народного единства. Для этого даже выпустили специальную методичку о том, как правильно считать этот день праздником. Мы отмечаем День народного единства, праздник, знаменующий триумф исторической справедливости. 85 лет назад освободительный поход Красной Армии поставил точку в вопросе нашего государственного самоопределения. Народ, долгие годы разделенный на западных, восточных белорусов, стал единой нацией. Началась история большого пути. Зачем это нужно Лукашенко? Важный вопрос, который мы задали Павлу Латушко.
Лукашенко использует это пропагандистски для того, чтобы проводить антипольскую политику. Нет в польском обществе нарратива, не существует с точки зрения каких-то территорий, которые исторически были связаны с Польшей. Такого нарратива не существует ни в политических элитах, ни в польском обществе. Лукашенко же хочет этот тезис разыгрывать в антипольской, антиевропейской политике. Это вписывается, в принципе, в линию всех диктаторов, которые как раз-таки проводит агрессивную политику, негативную политику, не политику созидания, не политику на то, чтобы искать согласие, а для того, чтобы искать противоречия и создавать конфликты. Новые детали покушения на Дональда Трампа, второго уже по счету, к слову. Нападавший якобы пролежал 12 часов на поле для гольфа в ожидании 45-го президента. Подозреваемому в попытке убить Дональда Трампа на его поле для гольфа во Флориде предъявлены обвинения по 2 статьям, связанным с оружием. По сообщениям властей, его заметили с винтовкой в кустах неподалеку от того места, где играл бывший президент. Трамп, кандидат от республиканской партии на предстоящих выборах, которые, к слову, состоятся 5 ноября, не пострадал, но инцидент вызвал вопросы о безопасности, особенно после того, как в июле этого года в Пенсильвании другой стрелок ранил Трампа во время митинга, задев его ухо. Исполняющий обязанности директора секретной службы США Рональд Роу сообщил, что визит Трампа на поле для гольфа Уэст Палм-Бич не был запланирован публично, и пока совершенно не ясно, знал ли подозреваемый о его присутствии. У меня был разговор с бывшим президентом. Вы знаете, мы объяснили ему, и мы работали с его компанией. Президент знает, что у него есть высочайший уровень защиты, который обеспечивает ему секретная служба. Мы постоянно оцениваем ситуацию в зависимости от угрозы. И вчера мы показали, что наши агенты и наши методы защиты, а там было много тактических средств, которые были введены в действие после того, что произошло 60 дней назад. Эти элементы работают, и это демонстрирует, что у нас есть резервы. Поэтому мы постоянно оцениваем ситуацию. Мы, конечно, рассмотрим это и поймем, какие уроки из этого можно извлечь. Но в данный момент мы постоянно оцениваем эту угрозу. И если нам нужно будет дополнительно усилить защиту, мы это сделаем. Сам Трамп, как заявляют в пресс-службе его компании, раздосадован тем, что ему не дали доиграть в гольф. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Если вы находитесь в России или Беларуси, то смотреть нас безопасно можно через VPN. Как именно, смотрите в прикреплении к этому видео, есть целая инструкция. Не забывайте также ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, все это очень важно. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.